Здравствуйте, друзья! Хотел бы показать вам, как можно проверять email адреса, в том числе и с кириллическими доменами. Как видите, здесь есть достаточно много примеров для того, чтобы оценить работу самого этого скрипта. Он основан на вот таком вот паттерне, а также на классе email verify. Вот он. Наверное, даже здесь есть где-то его автор. Я могу ошибаться. А также на классе вот таком вот. Сейчас я более подробно расскажу вообще, для чего это нужно и как сделать так, чтобы у вас работали классы, если вы, допустим, не знакомы с PHP OOP. Значит, во-первых, классы мы можем переиспользовать несколько раз, включать их в разные фрагменты нашего кода, а также более красиво писать код. Например, вот этот класс я создал, естественно, как я уже говорил, на основе этих двух, email verify и, вот этого слова непонятно. Для чего вообще все это нужно? Значит, вот он у нас сам класс verify. Переходим сюда и смотрим. Нажимаю Ctrl и нажимаю как по ссылке, типа. Вот он, его код. Тут достаточно он, конечно, мощный, большой. Но я думаю, если вы захотите в нем разобраться, вы разберетесь. А вот эта вот штучка нужна для того, чтобы конвертировать русскоязычные домены в вот эти вот непонятные XN там и так далее. Но я думаю, вы в курсе. Значит, посмотрим, как работает вообще вот этот вот скрипт, который здесь написан. Это чисто тестовый для того, чтобы это я тестировал у себя, для себя в смысле. Во-первых, паттерн, как видите, он был изначально вот такой вот большой. Я его сократил до вот такого, потому что в итоге некоторые штуки здесь не работали. Некоторые адреса, которые должны, по идее, существовать, он не пропускал. Дальше я сделал проверочку именно каждого фрагмента, как видите, username, domain name и domain zone, чтобы понимать, что в паттерне работает не так в этом большом. И, соответственно, с помощью этой разбивки я понял, как нужно его поменять, потому что без нее, получается, каждый элемент невозможно просмотреть именно, как работает паттерн на нем, то есть доменное имя, имя пользователя и зона. Соответственно, запуская этот скрипт, мы будем видеть, что отрабатывает правильно, что отрабатывает неправильно. То есть заранее, естественно, мы знаем, какой из этих адресов должен отрабатывать корректно, а какой должен отрабатывать некорректно. То есть здесь я сделал некоторые несуществующие адреса. Но, допустим, вот на этом, да, смотри, получается, это мой домен, и вот этот вот скрипт email verify, он в том числе проверяет MX записи, как видите, вот этим фрагментом кода. Поэтому, хотя такой адрес и не существует реально, то есть именно реальность существования этот скрипт не проверяет, но он проверяет только на корректность введенных пользователем данных, во-первых, а во-вторых, на существование домена. То есть домен он проверяет, но сам логин почты не проверяет. И получается, вот эти вот адреса, которые идут с моим доменом, они будут корректны в любом случае, даже те, которые не существуют. Я пометил здесь вот real email, это значит, он реально существует. Значит, насколько я вычитал в интернете, могу, в принципе, сделать чуть-чуть побольше, домены, вернее, email адреса с кириллическим именем, имени пользователя именно впереди, то есть
до собаки, они как бы вообще не могут работать, не существует такой возможности, по крайней мере пока. Поэтому проверочка идет только если здесь английские символы, ну а Z, а здесь могут быть в принципе русские. И, соответственно, русские будут конвертироваться в XN, ну, сейчас я вам продемонстрирую, и как бы они будут работать и даже отсылаться. И то есть вы сможете, допустим, если вам нужно в базу помещать именно, либо же когда вы отсылаете email сообщение, вы можете использовать вот эту вот штучку, наверное, да? Ну, либо же, смотрите, получается, иди на конверт, где это я его использую. Ага, это я дальше расскажу. Ну что ж, давайте включим наш тест. Прежде всего покажу, как работают тесты, все три, которые я написал, а затем я подскажу вам, если вы не знаете, как сделать так, чтобы работал композер. Ну и делаем так. Копирую просто имя, чтобы было быстрее не вводить его. Ага, оно у меня есть. Собственно, смотри, кстати, в конце каждого файла я здесь показал, как у меня на моей машине, допустим, вот отрабатывает этот скрипт. Получается, здесь у нас идет, как видите, паттерн, я говорил раньше, разбил его на 3 части для того, чтобы понимать, какая из них именно выдает ошибку. И здесь это общий как бы паттерн, а это разбитый на 3 части. И получается, если у нас впереди, то есть до знака собаки идет русскоязычный символ любой, либо же один, либо несколько, либо вперемешку с англоязычными, то он выдает ошибку, то есть, ну, false, ложь. Соответственно, данный email адрес не пройдет. Дальше, такой email адрес можно создать, поэтому система как бы это пропускает. Это реально существующие email адресы, и, соответственно, он ок. Ну и дальше это несуществующий адрес, но доменная зона существует, то есть MX записи есть почтовые, как бы так сказать. Соответственно, класс пропускает, паттерн тоже. И как видите, дальше идет вот это вот реально существующий email адрес, и он конвертируется с помощью вот этого вот класса, который я где-то там нагуглил, вот в такую вот, ну как бы, нечитаемую дичь. Я думаю, вы в курсе, что все русскоязычные конвертируются вот в такую дичь, чтобы как бы вообще интернет работал, потому что кириллические символы не предусмотрены. Ну, вернее, русские. Сайт, как видите, сам работает, но, в принципе, не важно, что за сайт. Соответственно, класс тоже это пропускает, но, допустим, здесь класс не пропускает, потому что MX записи здесь нет, скорее всего, наверное. Здесь дальше идет не реально существующий email, а выдуманный, поэтому, ну, или как бы не поэтому, но класс и паттерн пропускают, потому что, еще раз повторю, само существование юзернейма не проверяется. То есть оно просто проверяется на правильность ввода, чтобы здесь было соответствующие символы. Далее. Здесь идет русскоязычный сайт. Ну и как бы опять же мы можем на него перейти, но его нет, поэтому и сюда как бы нет. Wrong, то есть ошибка. Здесь это также пробовал org, сайт, Москва, дети, и, соответственно, класс выдает wrong, потому что MX записи здесь нет. Здесь, возможно, нет MX записи, но этот сайт реально существует. То есть, если мы на него перейдем, он открывается. Но, возможно, здесь нет MX записи, и поэтому класс возвращает wrong, то есть ошибку. Дальше. Это реально существующий, и он выдает ок. Теперь я пробовал, ну, типа XSS что-то сделать, имитация.
Соответственно, RAW это значит исходный, то есть те данные, которые мы получаем, исходные. Converted это то, что отконвертировал вот этот класс, как бы и DNA конвертер. Дальше у нас идет то, что мы получили после обработки. Ну, в принципе, вот такой вот мы получили после обработки email verify, и здесь convert HTML to plain text. И, как видите, получается здесь я немножко допилил его, потому что или не допилил. Да, вот я здесь сделал проверочку небольшую. Потому что получается, если две собаки, то он дальше ломается. И смотрите, вам необходимо проверить, то есть вы в принципе можете вот таким вот кодом даже проверить, если аккаунт в вашем, то есть изначально не в самом классе уже, а до того, как вы вызываете класс, ну, например, как бы где-то вот здесь, да, item, email, verify, convert to plain text, а дальше уже пишите вот этот код. Он дублируется, но как бы он совсем маленький, поэтому я думаю, в этом вообще ничего такого нет. И получается, что если у нас две собаки, то класс этот ну, как бы ломается, поэтому нельзя допускать в любом случае, чтобы было две собаки. И поэтому вам желательно до этой проверки самим классом проверить самим вам, то есть есть ли собака. И, соответственно, выдавать какую-то ошибку, если собак больше, чем две. Ну все, в принципе, поэтому. Так, дальше у нас опять же есть XSS, который, ну, по идее, должен вообще сработать, когда вы зайдете, допустим, на эту страничку, но, в принципе, это тут ничего такого, просто alert. И как бы здесь, получается, IRU не существует, MX записи, соответственно, домена такого нет, наверное. Ну, не наверное, а сейчас, по крайней мере, он недоступен. И поэтому класс выдает wrong, соответственно, все те, где есть дальше IRU. Ну, это опять же отсюда, наверное, где-то взято или не отсюда. Да, вот отсюда. Добавлено, расширено моими. То здесь должен быть, по идее, wrong, потому что домена такого не существует. Здесь ru-name-ru, проверочка, то есть на поддомен, если, допустим, у вас какой-нибудь поддомен. И паттерн, и класс выдает ок, потому что по MX записям это есть, а паттерн пропускает, потому что как бы email соответствует. Здесь опять же ru-name-ru класс ок дает, здесь логин IRU, ну, класс выдает wrong, потому что IRU не существует, здесь IRU не существует, класс всегда будет отдавать ок, в смысле wrong. Ru-name-ru класс ок выдает, естественно. Ну, дальше тут в принципе, значит, вообще существуют бесточечные домены, но как бы они вроде бы как запрещены, поэтому все выдает wrong, ошибку. Собственно, как и здесь, потому что здесь нет самого названия домена. Здесь слишком много точек, наверное, так нельзя делать, поэтому все выдает ошибку. Здесь русскоязычные символы, поэтому I и RU, как бы, ну, по идее, вроде бы не должно такое быть. Наверное. Ну, и RU, как бы, такой доменной зоны вроде бы как нет. Кстати, смотрите, если, допустим, вы захотите немного расширить класс этот, где-то тут. Фух, то здесь, ага, вот ошибочка. RF это. RF ее любимая наша сторона. Ну, в принципе, вот это вот, наверное, никогда не будет работать, а вот это должно работать, если вы используете IDNA конверт. Если вы не знаете, как вот это вот зашифровать вот такую вот дичь, то просто IDNA конверт этот используйте. Вот сейчас я вам покажу, где он тут. IDNA конверт, Ctrl-F. И вот так вот он используется. И получается, после этого он уже будет конвертирован в нечитаемую вот эту хрень. Ну, вот такую типа.
как было раньше. Или такую, например. Значит, здесь получается руны ру, опять же, здесь русскоязычные символы, поэтому wrong. Здесь рус такого домена, ну это именно русскими написано, но получается такого домена нет. Вернее, он есть, но, наверное, там нет MX записей, поэтому false. Здесь wrong, опять же, потому что нет, наверное, MX записей. Здесь ref, наверное, есть MX записи, поэтому класс дает ок. Ну, по этому тесту, в принципе, все. Дальше смотрите, логика в чем. После того, как я понял, правильно ли вообще работает вся эта дичь, я создал класс. Первый класс это был вот этот вот. Получается, что он делает? Он мне просто, ну, в виде класса возвращает данные. Правильно, неправильно, и что именно проверяется. То есть, если я проверяю классом, email verifying именно, то пишется, естественно, класс. Но, в принципе, все то же самое, как и в предыдущей версии, только уже переписано на класс, то есть более опышная штука. И вот, опять же, в принципе, результаты идентичны предыдущим. Дальше. Именно уже непосредственно класс, который нормальный класс, который вы можете уже использовать. Вот он здесь представлен, но опять же все те же самые данные, только уже сделаны вот в виде такого красивого кода, и, соответственно, они выдают вот такие результаты. Почему здесь идет разница? Потому что, ну, здесь-то, допустим, сейчас вот так, да, но, соответственно, эта информация нам не нужна, то есть, ну, в обычной жизни, так скажем, это просто для того, чтобы тестировать было создано, а здесь уже идет, что возвращается, bool или, ну, bool в смысле значение возвращается. Вот, получается, что мы проверяем, а это чекаем мы, получается, сам email. Ну, то есть здесь цикл идет и создается экземпляр класса, ну, в принципе, его там можно создать и вынеся, допустим, сюда куда-то. Но я сделал так, в принципе, для меня это не критично. Ну, допустим, можно вот так сделать, чтобы каждый раз экземпляр класса не создавался. Спасибо за русский язык. Чекер равно new email класс. И теперь сюда просто пишем чекер, и все так же само отрабатывает. Ну и как обещал, в конце видео я покажу вам, как можно инициализировать композер, если вы, допустим, этого не знаете, и использовать подключение классов, собственно. Значит, переходим в директорию, куда нам надо Ctrl-Shift-V, если что, вставить. Вот, я открыл эту папку, хотя у меня есть такая вот возможность открыть терминал из этой папки. Кстати, я использую Arch. И здесь мы просто пишем вот такие вот хрени. Composer init сначала. Он там у вас будет спрашивать всякие дичи, просто user, composer, package name, в принципе, не важно, description не важно, author, ну типа я, minimum stability не важно, package tab, license, короче, searcher package. Короче, если честно, мне вот эта вот вся дичь не нравится, и пусть она будет как будет, но... И чё тут? Ничего нет. Схема валидатора, абортинг. Ладно. Почему? Странные типы. User Composer.
допустим, dependencies, блин, мне не надо. Require dev, короче, no. Space route load mapping maps. Допустим, no. Просто кобзон, конечно. Значит, смотрите, было затык именно вот в этом. Надо было имя выбрать без нижнего подчеркивания. Класс. Короче, теперь у нас есть Composer.json, открываем его. Вместо вот этой хрени пишем вот такую classes. Создаем папку аналогичную. Папку classes, окей. Сюда кидаем классы, которые нам нужны, но в данном случае это вот эти. Так, данный класс, он как бы тестовый для меня, поэтому, в принципе, он не нужен. Теперь создаем здесь, ну, допустим, индекс PHP. И, соответственно, в него помещаем вот этот код. Тынь. Так как вывод ошибок здесь, ну, хотя давайте пока проверим, да. Для проверочки просто тест. Опять же, это тест, он сейчас здесь не запустится. Сейчас я быстренько это все сохраню где-нибудь. Короче, здесь, допустим. А это все сюда кину, чтобы как бы сервер запустить. И теперь даже PHP Storm будет, да, работать. Фух. Что тут пишет? Даже работает, в принципе. И индекс PHP. Forbidden class. Там же просто не настроено, что надо на индекс PHP. Класс SML checker, класс quote not found. А чего это? Так, email checker есть, индекс PHP. Смотрим, что у нас тут вообще получилось. PSR 4. Ну, конечно же. Здесь у нас вот эта штучка, поэтому оно не работает. Получается, вот это вот путь к папке, куда должно как бы все идти. И я забыл сделать вот такую штучку. Composer install. И это тут вот. Ага, оно все равно не работает. Ну, короче, в принципе, это дело... Да, edit anyway. Дело 2 секунд. Ох, друзья, этот странный мир программирования. Какой же он интересный. В общем, композер. Берем, пишем вот так. Init. Потом... Вот здесь, получается, у нас package name нам предлагает ввести имя. И, соответственно, вот это вот почему-то именно и будет путями вот здесь. Но, смотрите, вот мне нужно вот такой вот путь указать. То есть один параметр здесь, и, соответственно, один он будет здесь. Либо же, ну там, не знаю, класс. Вот так, в принципе, можно, и он будет подгружать из этой папки. Но у меня вот такой вот случай, когда мне надо только одна папка. Фух. Как видите, я пробовал ввести так вроде бы. Но он мне выдал ошибку. И поэтому мне пришлось ввести вот так, а потом его... вот Composer Install выполнить. Кстати, можно сделать побольше, да?
В общем, смотрите. Первое, что вы делаете, Composer init. Когда package name вы пишете вот такую вот какую-нибудь дичь, потом меняете здесь на classes. Меняете здесь. В принципе, это можно не трогать. Это вообще вот в Composer JSON, да? Потом следующий пункт. Вы устанавливаете все это, Composer install, и аллилуйя, все работает. Как видите, сейчас все классы как бы подгружаются. Соответственно, у нас все работает и все выполняется, в смысле. Так. Ну, в принципе, все. Здесь уже вы, конечно, описываете свою логику, то есть мы можем, например, сделать вот так вот, закомментировать весь этот код и написать, допустим, email check равно вот так вот. И здесь взять это в скобочки, дальше чек сделать и один какой-нибудь email выбрать, допустим, ну, вот этот. И посмотреть, что же он нам вернет. Это же, конечно же, string, or dump, email check. Ну, как бы в стандартной ситуации. И дальше уже описывать свою логику, то есть если это там true, то выполнить something here, как говорится. Ну вот и все. Благодарю за внимание. Счастливенько.